Привет, меня зовут Илья, и не так давно я узнал, что я высокофункциональный аутист. Что такое высокофункциональный аутизм? Что это такое в отношениях? Получилась такая ситуация, что я как-то неожиданно узнал, что у меня есть такая особенность. Ты мажешь мыло на хлеб. У меня парень, вот, Да, типа, да, да. припизнутый, типа, что мне вот с этим делать? Это вообще, это тренда. Слушайте, мне кажется, что со мной что-то не так. Мне бы сказали, пиздуй нахуй, блядь. Блин, да, я дурак, да, но мне иногда хочется тоже, делать что-то нелогичное, типа, прожил ощущение, что я не дотягиваю до других. Да ты Женское. спокойный, как лось, грубо Для меня говоря. эмпатия — это я внимательно тебя слушаю. Да-да, я скажу. Да-да, я тебе хоть слава скажи. Тебя готов? Я в целом всегда готов. У меня был в жизни такой достаточно непростой период, когда я вышел из одних отношений, причем так достаточно скомканно, так скажем, не совсем френдли, но в целом достаточно нормально. У меня был опыт разный. Там были долгие отношения, я там пересобирался, немножко ушел в себя. Что самое главное, всю свою жизнь я всегда верил, что, даже не верил, а знал, что всегда будет все четко вообще в моей жизни. Неплохо. Да, тогда у меня был период, у меня не было работы, у меня с финансами были проблемы, вообще я был один, у меня были только мои друзья. А сколько был этот период вот после выхода из отношений? Месяцев 6, Угу. 5-6. Я не впадал в депрессию, я не знаю, что это такое. Наверное, это плюс. Но, с другой стороны, моя голова мне покоя не давала. Я начал писать книги, я начал писать стихи, я написал сказку, и я очень много чего произвел на свет. Я медитировал, у меня 3 месяца документированные медитации. Ну, кстати, это тоже же аутистический спектр. Вот Аутистический это, спектр, что мне с 2017-го все фотки по папкам. Вот, реально. И то, что каждая твоя медитация записана на диктофон. У тебя все это по папкам два раза разложено, в все день, переведено определенно. практически в текст. То есть, это Руками, же даже тоже... я не нейронка, я как когда Вот, я Донцова да, там да, сидел да. в темнице там на съемной квартире, переводил все, и мне это нравилось. Извини, это просто реально выглядит как день 36-й. Сегодня Да. у меня было то-то. Я тебе больше скажу, я сам это изначально так и формировал в своей голове. То есть я хотел, типа, как пронаблюдать за собой, потому что мне казалось, что, это не просто, типа, игрушки, типа, я вот пронаблюдаю за собой, Мгм. а я очень много всяких практических психологических штук пробовал, придумывая сам. У меня же есть вот эта фишка, да? Типа, не получай знания откуда-то очень легко, а выведи их сам. Потому что То я есть так у тебя живу. был некий такой момент пересборки себя, Да. когда ты понял, что все, что было, например, с тобой раньше, да, ты готов пересмотреть, пересобрать, чтобы получить что-то новое. Скорее, я в какой-то момент просрал себя, вот. Потерял Мгм. себя. И мне нужно было время для того, чтобы вообще, понять, а вообще кто я. Мгм. Так, хорошо, вот полгода. И спустя полгода, получается, что было Да, дальше? типа работки, собесы. Там я вообще, жизнь для меня — это игра, да, у меня есть там свои атрибуты, я хожу и прикалываюсь, и я люблю вот всякие разные штуки вообще в жизни. Очень интересно. Очень... Что, прости, пожалуйста. Я прокачивать пытался и подходить к тому, как эмоционально можно делать посыл какой-то, знаешь, типа энергетический, когда Мгм. говоришь с человеком, и как это на него Мгм. реагирует. То есть, типа, опыты такие небольшие ставил. Я вообще очень часто в жизни ставлю опыты, а люди даже об этом не знают. И для многих я постоянно такой рандомный, типа, иногда бываю, да, но у меня есть какой-то план, и я сейчас реализую некий опыт. Там у меня есть всегда Да. план. Даже когда по сайту у меня есть план. Был опыт, когда я ходил на собесы, хотя мне надо было найти уже работу, Мгм, все у мгм. меня там, я уже бибу досасываю, там, чужую, по сути. Уже чужую, уже даже не свою. Настолько все плохо. Все равно для меня было на первом месте поиграть. Мгм. И я приходил, например, там, допустим, в рекламное агентство коммерческим директором. Мгм. Хорошая работа, все, Мгм. типа, у меня все данные для того, чтобы, меня взяли на работу. А я прихожу, и мне важнее провести мой эксперимент, вот, который я хотел провести. И я его когда проводил, я получил некий опыт от Ты этого, говоришь, что спасибо, всего типа доброго. агрессивное интервью с HR. Вообще я HR не очень люблю, потому что такая, как будто, мне кажется, достаточно во многих компаниях это редуцент. В конечном счете, вот я получал некий негатив. Я пришел на собеседование, и там женщина сидела, HR-ша. И она такая, типа, ну и какой ваш опыт? Я говорю, большой. И знаешь, и я вот Как мочить. в актив...
хорошо. По факту, типа, я вот так вот сел, знаешь, типа, ну, типа, и чё? И она говорит, ну, что-то мы разговариваем, она говорит, а на основании каких данных у вас такое мнение? Я говорю, на основании своих данных. На основании своего опыта. И он говорит, а вот, и вот, допустим, посмотрите внимательно на наши, там, типа, материалы, которые мы делали, там, для какого-то рекламного флайта, и попробуйте мне рассказать, какие цели мы решали. Цель, какую мы решали. Я говорю, ну, я как минимум вижу 6. Она говорит, одну. Я говорю, 6. Она говорит, ну, давайте 6. И я ей начал рассказывать 6 целей, которые они решили этим флайтом, и они даже сами не поняли, что они это решали. HR посмотрит и вспомнит тебе, скажет, ну, сумка. Ну, я уверен. Привет, кстати. И я еще часто любил приходить, ну, на такие, типа, знаешь, типа, вот коммерческий директор, это типа как человек выхолощенный, там, вот это. А я, наоборот, любил одеваться максимально не так. Я люблю вызывать резонанс и смотреть за людьми. У меня такая какая-то фишка. Ну, типа, мне это нравится. То есть, когда ты человека вводишь в состояние резонанса и ломаешь его ожидания, во-первых, в этот момент он становится максимально беззащитным, а во-вторых, в этом состоянии ты можешь его направлять, куда тебе нужно, и далее на фоне этого возникает интерес, который ты можешь культивировать, исходя из твоей мотивации, твоего мотива изначального. Ну, то есть, короче, вот такая херовина, да. Это ты пришел в лосинах, в неоновых из 90-х? Я пришел в труханах со слоном вот этим. У нас был момент на первом свидании. Он пришел вообще как разноцветное пятно рандомное. И я помню, из-под тишка его сфоткала, когда он шел впереди, потому что там просто набор каких-то колористических решений. В общем, очередная работа, очередной собес, странные собесы, но не будем в это погружаться, там по 5 минут вот эти собеседования, это, конечно, ну, мне, опять же, как человеку с такой особенностью, что я утяга, да, что мне понравилось, что, типа, это какая-то странная херня, и мне так, странная херня, люблю странную херню, надо идти в странную херню. Да. Вот, и в итоге я в эту странную херню пришел. Первый день меня посадили вообще в каком-то отдельном офисе, мой личный кабинет, типа, и я прихожу в этот кабинет, и мне стало немного грустно. Потому что нихуя нет вообще. Там стоит стол, знаешь, и просто как, блядь, не знаю, в СССР, карандашик, блядь, блокнотик, блядь, и вот это. А я-то вообще в IT-сфере все время работал. Тут я решил немножко чинжануть, поменять направление. И сижу я вот, блядь, на этой позиции в этом офисе и думаю, ебать. И что мне... И как вот я не могу за партой вот в таких условиях, ну, я не умею, я не могу. До обеда досидел, ко мне потом приходит, говорит, блядь, ты тут сидеть не будешь, ты тут сидеть не должен, иди туда. И я перехожу вот в другой офис, и захожу, и меня как раз руководитель этой организации меня заводит со всеми знакомить. И заводят вот в какой-то этот маленький кабинетик, где там люди сидят очень тесно. Ну, знаешь, типа, вот реально там... Плотненько. Я бы написал на стене в тесноте, не в обиде, вот так бы. Вот. Так а что, там всего 3 стола получается? Туда больше бы не Да, вошло. ну я, блин, еще... Ну, в общем, короче, я вот захожу, типа, мне вот, я по ходу говорю, там, вот человек, я такой, здрасте, наша общая, да, подруга. Вообще, конечно, я коллеге сразу сказала, смотри, какой, ничего, да? Но это была секундная история. Это вот такое... Хватит ржать там за кадром. Потом вот человек, типа, вот как раз ты сидела, и вот, типа, твое место. Я такой сажусь на этом. И то с тобой меня не знакомили. Просто, да, со мной даже тебя не познакомили, типа, просто там я думал вначале, ты остался так стоять. Всё. Ты просто ростовая кукла такая. Сидел такая. Я такой, ну ладно, парень зашел, окей, хорошо, будет сидеть с нами. Да, я сел слева, получается, от тебя. Да. Но там такой стол был, вообще меня бесит вообще эта тема со столами, что в ресторанах, что еще где-то, блядь, если ты начинаешь этот стол трогать, а он шатается, как тварь, вот это. Я не могу, я вот где бываю, я всегда это чиню. Ну, то есть я либо там салфетки, либо там ножки подкручиваю. А за этот стол я сел, он ходит не вот так, а вот так, блядь. Понимаешь? Потому что он уже все, ему пизда. Ну, то есть он вот даже, он уже все, он как алые паруса, блядь. Он уже типа со мной прощается, со своей жизнью прощается. Да, и я вот сажусь за эту парту и такой думаю, ебать. Ну вот, и потом как-то мы вот разговорились. В начале, опять же, у меня не было пробива там какого-то, что я такой, ай, как это круто там, типа, какая классная дама. Я говорю, честно, я тебе много раз это рассказывал. Я, такой человек, что, мне нужно время, чтобы понять красоту. И я могу понять социальную красоту, но для себя, типа, вот, чтобы появилась влюбленность и все дела, мне нужно время.
Поэтому я, наверное, так не могу сказать. Ну, надеюсь, она меня тут нигде не слышит, не видит. Поэтому так, по секрету скажу. АСМР. У меня так не было. С тобой же все равно, то есть мы нашли общий язык очень быстро, мы по-дружески начали разговаривать. И вот Наташа, наша коллега тогда как раз, она и спрашивала, ну, вернее, то что-то она задавала тебе какой-то вопрос, такой: "О, ты как Лариса отвечаешь". Я говорю: "Да, мы с ним одинаковые". То есть так, ну, это была шутка на тот момент, вот, но тем не менее это, то есть мы день-полтора проработали условно тогда Да. вот. Но, опять же, вот ты сейчас говоришь про то, что мы очень много пообщались. Ну, нужно тоже немножко раскрыть. Это большой путь мой, что я могу так Самурай. разговаривать и общаться, потому что это в детстве у меня была такая фишка, что я когда приходил на какое-то поле, и ребята играли, например, если Мгм. я кого-то не знал, например, из ребят, из 20, допустим, человек Мгм, одного не мгм. знал, я не играл. Я сидел, наблюдал, мне всегда нужно время понаблюдать за человеком было, знаешь, чтобы понять примерно, в каком он социальном там статусе, как он в этом обществе вращается, какой у него авторитет, ранг, там, всякое такое, чтобы выработать стратегию. Мгм. Это было очень сложно. То есть я был социально, ну, то есть мои базовые по умолчанию начало мое, типа, да, было максимально отличительным от того, что я имею сейчас. Я не славился там чуваком, который выступал там или на Мгм. публику выходил. И вся моя жизнь состоит из того, что я постоянно иду туда, где мне некомфортно. И эта штука до сих пор со мной. То есть я от нее не избавился. Ну, то есть если мы заходим в новую компанию, она Но есть. оно так не выглядит, оно выглядит, наоборот, Я утрированно, что тебе научился, классно, что ты такой да, залетаешь а прям. потому что я прожил там до лет, наверное, 17 в состоянии, до 15, наверное, в состоянии таком, ну, типа пассивно-наблюдательном, Мгм. знаешь, типа чувак вот это в лесу, блядь, в этих в пальто, дрочеры эти, как их там? Экспедиционисты, вот Ну это да, все. вот он. Вот, я таким себя чувствовал. А потом мне это надоело, я понял, что, ну, есть ну, вот эта позиция выжидательная, а есть активная, агрессивная. И мне показалось, что активно-агрессивная, она мне максимально некомфортна, и тем она мне привлекала. И я Так. научился переходить в активно-агрессивную позицию. То есть, если наоборот я сейчас захожу, я не позволяю мозгу начинать проводить какие-то закономерности, а скорее сознанием совершаю определенные действия, не слушая, игнорируя все то, что он может мне выдавать. И таким образом я могу бороться с такими штуками. И вот ты можешь вспомнить, что якобы я пришел в новую атмосферу новых людей, и со мной вы прям общались. Ну, для меня это даже в тот момент, когда мы общались, это было, ну, типа математика. На тот момент это было очень органично, очень хорошо. Я помню, что мы даже у тебя не помню, то ли я, то ли коллега наша, что ничего, что мы тебе вот там кучу вопросов задаем, мы там с тобой разговариваем, там тебя пытаемся всячески там в разные темы втянуть. Вот, а я же всегда, я очень много вопросов задаю новому человеку. Я так: "А вот это, а вот это, а вот так, а это, а то". Вот, и ты так стойко держался, такой: "Да вообще нормально, любой вопрос, как говорится". Суть в том, что я вот зашел, тебя увидел, вначале у меня не было какого-то такого супер-мега интереса, я просто скорее пытался адаптироваться к окружающей Мгм. действительности. А потом была история, вот что ты на следующий, вообще же Мы получилось 2 дня прикольно. только отработали с Да, тобой, и мы, всё. И через 2 дня я такая: "Аривидерчи, малышки, я ухожу, всё". да, я еще типа пришел, вижу, просто познакомился с девчонками, все окей, на следующий день смотрю, ты в соплях, в слезах, бегаешь, жопа горит, я такой, ебать, движуха. Не, вообще на самом деле странно, когда ты приходишь на работу, встречаешь человека, а там потом начинается такой кипиш, что она бегает по коридорам, слезы во все стороны, сопли во все стороны, и это немного было странновато для меня в этот момент. После этого ты такая, все, я ухожу, и ты реально увольняешься, Да-да-да. причем Я одним вещи днем там. собираю, ты смотришь на Да, меня. что то там мега быстро. Я еще твой ноутбук забрал себе, на нем работал потом. Да-да-да. И потом ты еще как-то приходила. И самое прикольное было, что с нами была вот девушка, сидела в офисе. И вот как только она выходила, сразу температура разговора менялась. То есть мы Да, мы такие с типа, тобой начинали вот так вот, да, как мы такие прям. типа, при ней такие, то, и она выходит, Когда мы уже разговаривали вдвоем, это действительно как будто бы было по-другому. И, может быть, тогда мое паучье чутье уже знало о том, то, что где-то мы вот с этим пареньком еще пересечемся, как и он говорит, да. Но это действительно было приятное общение. Такое хорошее, искреннее общение.
И типа, и я понял, что, наверное, это может быть интересным. И когда ты последний раз пришла уже в, типа, гражданской форме, типа, да, можно так сказать, ну, типа, вот Да, в да. обычном одеянии своем, не в костюме, там, вот это не деловая вот Не в эта дресс-коде, колбаса, да. и я вот это не очень люблю, то я себе сказал, что я к тебе вернусь, но попозже. Просто я как бы уже принял решение некое в тот момент, но, типа, мне стало интересно, хотелось продолжить. Плюс мы там, типа, обнялись, там, типа, Это знаешь, ты так. меня в последний день, когда я уже собрала вещи, и я уже уходила, и ты у меня спросил: "Можно я тебя обниму?" Вот, и мы что то прям так искренне обнялись с тобой. Когда он говорит: "Можно тебя обниму?" Я такая: так, ну, конечно, да". Конечно, да. Спросил, можно ли меня обнять, но я это делал не потому, что там, типа, есть какая-то в этом подоплека, просто, ну, наверное, хотелось как-то ее поддержать, потому что это выглядело очень как-то все чересчур жестко и быстро и непонятно. Ну да, у меня в этом плане как бы нету переживаний никаких по отношению к тому, как обо мне подумают, вообще никогда. Это, ну, то, что это с мужчиной, как ты, да, вот недавно мне сказала, это круто, да, вот как будто, типа, это самость, там все дела, а по Да-да. факту это, типа, обратная сторона. Ну, то есть я же, ну, типа, прямо тебе говорю, типа, слушай, можно тебя обниму? Даже если бы я сказал нет, такой, окей, позже. Ну, то есть Ну, на мне... тот момент вообще ни у тебя, ни у меня таких мыслей не было. У нас просто были вот такие действительно Да, хорошие да, отношения, такие да. прям Ну, скорее, их не было взаимопонимание. отношений как таковых, вообще ничего не было. Мы 3 дня с тобой, Просто 2 когда, дня мы с как, тобой в офисе посидели, понимаешь? Ну, то есть мы 2 дня посидели в офисе, на третий я такой говорю: "Я тебя обниму". да. Ну, потому что, типа, Конец второго дня даже было, даже не да, третий да, я день такой: "А был. чё бы, ну, а чё бы и нет", правильно? Ну вот. И Вот и все, обнялись. и мы какое-то время не общались. Я приезжала потом еще в офис, там забирала какие-то свои вещи, что то документы какие-то. Да, потом ты уехал отдыхать. И вот Да. хотелось бы, И чтобы мы ты месяц немножечко... вообще не виделись, получается, с тобой не общались даже Да, совсем. хотелось бы услышать твое мнение или твое видение этой ситуации, типа вот как это было с твоих глаз. Можно коротко, можно не Хм. коротко, как считаешь Но у нужным. меня было вообще, то есть ты зашел, я такая: "О, опять кто-то пришел". Ну такая: "О, высокий пришел, симпатичный пришел". Ну, естественно, я и не сомневался. И все, и мы чё-то с Наташей такие, знаешь, это вот. А мы еще вот это место, которое рядом с нами было, вот с левой стороны, мы, с Наташей его называли шлюшье место. Потому что постоянно человек, когда кто-то приходил к нам на это место, он потом уходил через какое-то время. Мы такие: "А, понятно, Ну, опять в на это целом, в место, да, целом вы не напиздели. долго не задержится". Сколько? 3-4 месяца? Мне Да, хватило там. наверно, да. Мгм. Вот, и мы уже такие что то поржали, вот это и все, и ты ушел что то там делать документы, еще что то где-то, да, оформляться, Да, я по-моему. же, у меня как хобби, я делаю липовые документы, паспорта, Да, и там мы что то типа. с ней А, ты просто это скипнула? Просто скипнула это ну, в сейчас? целом, а чему я уже удивлюсь-то? Ладно, окей. Вот, ты пошел там печати ставить, что то какие-то забирать. Ну, это шутка, если чё, я этого Не не делаю. факт. И знаешь что, кстати? Было ощущение, что действительно очень хорошее такое теплое общение у нас с тобой складывается, и мне понравилось с тобой общаться в первый день. Вот, почему-то, ну, то есть я вообще в целом очень открытый человек и такой позитивный, вот, но здесь Только в какой-то первый? такой... Да, потом уже все пошло, как По говорится. пизде. Так, окей. В целом я уже поняла, что ты очень понятный для меня человек на тот период, как мне казалось. Понятно, что там потом еще куча всего там вскрывалось интересного, что мне было непонятно вообще, как это вот в тебе уживается. Но на тот момент мне показалось, что мы очень хорошо можем понимать друг друга. Мгм. Вот, и именно поэтому у меня уже не возникало никакого диссонанса там в общении с тобой на следующий день, да. Я искренне с тобой попрощалась, как с хорошим знакомым давним, наверное, уже, Мгм. хотя прошло только 2 дня. Ну, то есть, типа, у меня есть какая-то фишка, видимо, за счет того, что я социальные связи эти все понимаю, плюс я прямой и открытый, и говорю как есть. Да, да, Это как да. будто бы, получается, тебе как девушке, ну, Ну, вообще это импонирует. в целом, да, такое уверенное мужское поведение, оно всегда в обществе оценивалось, ну, так, с пометкой со звездочкой условно. Вот, в том Типа, плане, что долбоёб? Или в какая твоем звёздочка? случае, да. Дальше мы обсуждали, что мы встретились позже. Дальше был момент о том, что ты мне написал,
Я буду носить это звание, блядь, с гордостью. Я Ну, долбоёб. это, мол, как отметка, типа, о, прикольно, интересно, типа, ну, как бы, вот стоит обратить внимание, вот об этом речь. Ну ок. Вот, то есть это всегда выделяет на фоне общества, на фоне людей других. Мгм. И что было дальше? Это уже другая программа. Да-да. Тут это не надо мне, вот это, тут вот это не нужно. Да, а еще в конце каждого видео, мне кажется, я должна делать вот так вот. Ага. Ну, почему-то я поняла, что с тобой это нормальный чувак, с тобой можно нормально поговорить. Сейчас бы в караоке поехать, что-то скучно сидим. Такого нету, да? Типа, Реально вот, ну, знаешь, там, ну, такое там... между ними что-то же было? Что-то было. Да, Это прям как-то. слишком хорошо было. Мне Мгм. нравятся немножечко такие, знаешь, Ага. люди. Так, а теперь давай по сути, короче. Я вот такой человек. Мне вот важно вот это, вот это, вот Ты это. просыпаешься, над тобой вот так стоит. С ножом. Косишь под аутист. Это, кстати, вообще, это козырная твоя сторона вообще, я считаю.